Пиковый Денис Цыпленков, пиковый Ливан Сагинашвили. Опять же, я поставил бы на Дениса, но я не думаю, что это был бы легкий поединок в любом случае. И лично я бы поставил на Ливана. С кем мы видели реальный поединок Ливана? С кем? Как думаете, почему не выступает Сарычев? Ведь тот же Ларри Уилс уже сколько армфайтов провел, даже Валера вон успел побороться. Кирилл поборется или Кирилл лучше там еще 10 армфайтов проведет? Пусть Кирилл проведет еще 10 армфайтов. Смаев не борется, потому что у него связки болят атаром, из-за чего он не может делать рекорды на других упражнениях с его слов. Смаев не борется, потому что у кого связки не болят атарма? У кого, скажите, у кого не болели связки атарма? Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и офлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Как думаете, почему не выступает Сарычев? Ведь тот же Ларри Уилс уже сколько армфайтов провел, даже Валера вон успел побороться. Также вопрос есть. Я скажу так, что тяжело сравнивать. Во-первых, Ларри Уилс – это блогер, для которого его выступление – это его деньги. Вот стопроцентная зависимость. Он не может не выступать. Он должен где-то выступать, потому что это его хлеб. Он выступает либо в армрестлинге, либо в пауэрлифтинге, либо сейчас готовится к бодибилдингу, потому что это главный его продукт, который он продает своей аудитории. Он не делает это из любви к армрестлингу. Это его работа. Сарычев зарабатывает другим. Сарычев с точки зрения менеджера круче Вилса. То есть он зарабатывает, организуя шоу. Тот же самый проект по рукам, это проект Кирилла Сарычева. Нужно найти деньги, нужно заинтересовать людей, которые вложат эти деньги. Вот сейчас чемпионат мира, опять же, фестиваль Сарычев Power Expo, где был чемпионат мира по пауэрлифтингу, где были армфайты, это продукт Сарычева, где он нашел деньги на те 5 армфайтов, которые там прошли, и люди все заработали денег. Поэтому с точки зрения, мне кажется, просто у него, как сказать, нет такого спортивного интереса выступать на соревнованиях сейчас. То есть еще. То есть человек горит другим. Пока, по крайней мере. Это нормально, это абсолютно нормально. А вот почему Смаев не борется, я не знаю. Вот почему он не борется? Что он может там... То есть, наш любимый вопрос на наших стримах. Да. Просто если бы, например, Кирилл Никто не рисковал в других сферах, я бы там, вопрос понял, почему Кирилл не борется. У него риска хватает, хватает. В его бизнесе риска хватает. Ему хватает за что переживать, почему не спать в начале. Он делает очень большое дело, в том числе для армрестлинга. Поэтому, вот если бы меня спросили, вот Кирилл поборется или Кирилл лучше там еще 10 армфайтов проведет? Пусть Кирилл проведет еще 10 армфайтов. Пусть лучше он найдет деньги на армфайт очередной Чурасова. То есть у него в этом таланта больше, чем у других. А Ларри борется, потому что он так зарабатывает. Тут все просто, как мне кажется. Так, нет, опять же, возможно, просто еще Кириллу не поступило то предложение, от которого он бы не смог отказаться. Кто знает. Может быть, подождем. Смаев не борется, потому что у него связки болят атаром, из-за чего он не может делать рекорды на других упражнениях с его слов. Смаев не борется, потому что у кого связки не болят атаром? У кого, скажите, у кого не болели связки атаром? У меня болели. Все болели связки атаром. Да, вопрос риторический. Смаева, я знаю, что вот у Смаева есть своя наработанная лояльная аудитория, которая его отмажет от всего. Смаев не борется, потому что он бороться не хочет. Все.
Как бы Почему вопрос бороться про не хочется, Смаева я не меня знаю. вообще зло берет просто, как вы про Смаева Но опять же мы с обсуждаем. тобой говорим о том, что вот человек, которому ну, природа дала все, он Да, одарен ну, феноменально. да. Ну, то есть он мог бы быть там чемпионом, я не знаю, там, в 3 видах Всего, спорта чего захочет. параллельно. Пиковый Денис Цыпленков, пиковый Ливан Сагинашвили. Пиковый Денис Цыпленков, пиковый Ливан, я думаю, что пиковый Денис. М. Но опять же, я думаю, но я бы посмотрел. Я бы посмотрел, и Все бы опять посмотрел. же, я поставил бы на Дениса, но я не думаю, что это был бы легкий поединок в любом случае. И лично я бы поставил на Ливана. Но тема интересна, что мы же опять, когда мы же люди все, да, и когда мы обсуждаем какие-то предстоящие поединки, у нас помимо математики есть какие-то свои личные симпатии. Я бы поставил на Дениса. Я помню пикового Дениса, я помню, насколько он силен, с каким он запасом боролся. Ну, вот на правой руке я бы поставил на Дениса. Да, но опять же, здесь какой момент, очень тонкий момент есть. С кем мы видели реальный поединок, вот реальный армфайт Ливана? С кем Ливан поборолся, вот какую он мясорубку прошел, чтобы мы узнали его вот, реальный уровень силы? С кем? Не знаю. То есть, когда, вот как получается, Лалитин, когда Ларат. Ливан боролся в абсолютке злотого тура, там уже не боролся ни Денис, ни Пушкарь, ни Чейфи. То есть, когда Ливан выиграл абсолютку злотого тура, там не боролось никого из топовых тяжеловесов. Тогда в финале боролся, я помню, с этим самым Сангарбаевым, вообще с Сангарбаевым боролся, в абсолютке. Когда он заявился в топ-8, Пушкарь погиб, Денис слег с болячкой. Угу. И в финале топ-8 Ливан боролся еще с легким, там, 115-килограммовым худеньким Виталием Лалитиным, который в первых раундах дал ему бой. 8 закончилась история. С кем он еще боролся? То есть Ливан не прошел, то есть это не вина Ливана. Ливан был готов бороться со всеми. Не вина Ливана, что судьба его не свела с топовым Денисом, с топовым Пушкарем. То есть он не прошел той мясорубки, которая гарантировала тому же самому Денису Цыпленкову титул абсолютного чемпиона мира. Потому что Денис в свое время прошел всех. Он поборолся со всеми, кто считался крутым. Он всех прошел. И всех прошел в лучшей их форме. Поэтому я ставлю на Дениса, поэтому я ставлю на пикового Дениса. Потому что пикового Ливана я не видел с другими пиковыми чемпионами. Ни с кем. Ни с кем. И попробуйте меня удивить, убедить в обратном. Я не говорю, что он не силен. Но он пока, то есть его настоящие армфайты еще впереди. И будет он с Ларатом 2 апреля, кажется. Я бы посмотрел бы его, например, Ливана с тем же самым Геннадием Квикивини. Я посмотрел бы с удовольствием. Почему-то. Я посмотрел бы его с Морозовым. То есть ему есть с кем бороться и доказывать. Потому что пока он ни с кем, не свела его судьба. Он поборолся с Чейфи, который приехал просто, когда Денис его вытащил из Америки, чтобы хоть какой-то армфайт провести нового топ-8. Но тогда Чейфи был никакой. Все. И Чейфи вообще, Чейфи сейчас это вопрос просто, старая фамилия, старые заслуги. Поэтому, опять же, это не вина Ливана. Когда Ливан вышел на пик, все остальные отвалились. Это не его вина. Поэтому я не могу сейчас поставить его выше Дениса Пикового.
Вопрос от Руслана Зинятуллина, автора канала Стронгарм. В чем главная составляющая успеха в спорте, в жизни, в бизнесе и вообще в жизни? Сложный вопрос. Я думаю, что здесь принцип, как в спорте, принцип, который работает в спорте. Трудолюбие бьет класс. Да, То есть фраза из бокса. ты идешь, у тебя не получается, но ты со мной прешь. Только так и работает. Друзья, не все знают, кто для вас снимает, пишет сценарии и монтирует ролики. Пользуясь случаем, представлюсь. Чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Именно я обращаюсь к вам периодически с просьбой помочь мне провести то или иное мероприятие. И благодарен всем тем, кто не игнорирует мои просьбы. В этот раз я вновь обращаюсь ко всем моим дорогим зрителям с просьбой выехать нам с командой на чемпионат России среди инвалидов. На него, если все получится, я планирую еще повезти детей с проблемами со здоровьем. Ну и ваш покорный слуга с супругой тоже попробует завоевать титул главных соревнований года. Помочь нам можно, выслав любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Сердечно благодарю Эрика за озвучку моих роликов. Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством. Оставайтесь в этом году с нами, ведь вас ждет еще очень много интересного. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зинятуллин Руслан.